Друзья мои, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Всем здравствуйте, мои дорогие. Вы на канале Твой Мир, меня зовут Наталья, кто еще не знает. Я вас благодарю, мои родные, мои хорошие, за ваши комментарии, за обратную связь, за вашу заботу обо мне. Мне это вообще вот очень ценно, когда вы проявляете заботу, внимание, это безмерно. И очень люблю, когда вы даете обратную связь, за это 1000 раз благодарю. И благодарю, и благодарю, и благодарю. Дорогие мои, давайте сегодня посмотрим с вами расклад для знака зодиака Козерог на февраль 2023 года. Козероги, милые, настройтесь. Посмотрим первую декаду месяца для вас. Козероги, смотрите, первая декада месяца для вас будет вообще, хочется так сказать, захочется выпить. Ну вот такой, знаете, вот такой идет момент, не могу не сказать. Захочется почему-то выпить. Здесь какой-то такой момент с королевой мечей. Будут какие-то споры, будете вы чего-то там выяснять, да, дама такая. Это может быть еще человек с работы, понимаете? Потому что здесь идет 8 пентаклей, это человек, ну, это говорит о работе, да, это говорит о загруженности. И здесь захочется вам немножко расслабиться после, возможно, какого-то конфликта, что-то здесь как-то либо заставит работать сверхурочно, такое тоже может быть, а королева мечей это можете быть и вы, а может быть и ваш руководитель, да, такой, ну, хочется сказать грозная, но она больше не грозная, она такая больше под контролем все держит, да, такой управленец, такой, даже хочется сказать манипулятор, но она не манипулятор, она так виртуозно все делает, управляет, да. И вот какой-то все-таки будет разговор, либо предложение, которое вас подвергнет состоянию хочется выпить. Вот такой момент. Другой вариант трактовка этих карт, это то, что возможен какой-то роман на работе завяжется между рыцарем кубков и королевой мечей. Королева мечей, я уже описала характеристику, да, а рыцарь кубков это все-таки такая натура страстная, натура такая утонченная, несмотря на то, что это мужчина, это такой, знаете, ловелас, это такой обольститель, который, ну, у него просто, знаете, глаза горят, и он не может не зажечь. И вот такой вот все-таки возможно некий такой роман случится на работе. Либо вы примете на работу такого человека, либо вы такой человек, и у вас будет вот какая-то взаимосвязь, понимаете? Вот именно с какими-то денежными вопросами вы будете завязаны вот с этими, вот эти два человека между собой будут завязаны в денежном вопросе. Это так, если вкратце. Здесь каждый смотрит себя, кто королева, кто рыцарь, кто что, да, какие у кого намерения и кто чего хочет достичь. Давайте посмотрим вторую декаду месяца. Что же здесь вас ожидает? Рыцарь пентаклей. Вторая декада месяца вам говорит о том, что от своей цели, которую вы ставили, да, хотя вы там и идете, но пока она вам еще не дошли вы до нее. По каким-то там параметрам, да, вам нужно пока остановиться, пока у вас состояние подвешенное. Для вас здесь важно соблюдать баланс, для вас здесь важно помнить о том, что вы под защитой высших сил, что у вас полно жизненной энергии, у вас полно ресурса для того, чтобы дойти, понимаете, здесь вы дойдете до своей цели. В любом случае рыцарь пентаклей это карта такого карьериста, да, который все-таки и сказал, сделал и найдет 1000 вариантов, как дойти до того, что ему надо. Но на данной ситуации, на данный момент ситуация какая-то будет зависшая, но карты говорят о том, что у вас все получится. Немножко позже вы дойдете к своему свету, туда, куда вы хотели, к своей звезде. Третья декада месяца для вас, Козероги.
Третья декада месяца знаменуется, знаете, каким-то таким моментом, когда вы чувствуете себя... Знаете, вот тут идет у меня два варианта. Первый вариант – это когда вы настолько в эйфории, в легкости от того выбора, который вы сделали, но здесь идут какие-то перемены в ваших отношениях, да? В отношениях там, неважно, работы или выбор тот, который вы сделали, здесь какая-то эйфория, и вы идете к переменам, да? Перемены, как правило, к лучшему, но они такие, знаете, жесткие перемены. И здесь вам четко надо понимать, что все, что не делается, все делается к лучшему. Да? Такой момент трансформации. И второй момент, что вы будете чувствовать себя полным дураком. Простите за такую фразу. Да? Как будто вас, ну, не то что обманули, понимаете. Здесь карта влюбленные. Это... Вообще, как бы карта, она эйфорийная, да, здесь вот очень много страсти, очень много любви, да, здесь какое-то вот такое понимание, здесь какое-то экстазное состояние, да. И вот вы почему-то то ли, знаете, как вот голова оморочена, да, вот такое какое-то чувство, как будто вы даже не принадлежите себе, вот, ну, такой вот момент, да. Может быть, кто-то вот влюбится по уши и просто не поймет, ну, блин, ну почему я себя не контролирую, да? Почему этот человек имеет на меня вот такое влияние? Вот это такая карта, вот она проходит у вас в третьей декаде месяца. И здесь идут трансформации, идут перемены, чтобы вы понимали, что... Скажем так, та ситуация, которая сегодня происходит в вашей жизни, да, это все не случайно. То есть вас, ну как это сказать, вселенная, что ли, да, какие-то проверки вам устраивает, какие-то посылает вам тех людей, которые вам нужны для того, чтобы вы стали лучшей версией себя. И вот здесь, понимаете, многие... Если я сейчас говорю об отношениях, да, если кто-то вступил в отношения с таким вот человеком, которым он чувствует себя просто, ну, не знаю, там на седьмом небе от счастья, но при всем таком состоянии дурачества, что почему я себе не подконтрольна, да, как-то вот так, то здесь... Потеряла мысль, что хотела сказать. То здесь вот карта, да, смерти, она говорит о том, что все-таки вам этот человек дан, вот вспомнила, вам этот человек дан для того, чтобы вы прошли свою трансформацию и стали лучшей версией себя. Вот такой вот момент тоже может быть. Смотрите, давайте вытащим карту совета, посмотрим по совету, может там что-то станет яснее нам. Ой, туз жезлов. Ну, смотрите, для меня здесь ситуация идет все-таки неких любовных отношений. Да? И туз жезлов здесь, это в этом контексте, это, конечно, бешеная страсть. Здесь это, конечно, такой момент, когда и ревность, и страсть, и там, знаете, как я это называю, допрос с пристрастиями. Вот такой вот у вас на совет вам, да, что все-таки... Если вы хотите понять моменты вашей трансформации, да, куда вас выводит вообще жизнь, ведет вас Вселенная, то здесь вам надо задуматься о том, не погубит ли вас эта страсть. И карта дьявола у меня... Слушайте, ну это такой момент, когда тут уже залипли и залипли надолго. Но здесь еще может, конечно, знаменовать очень жаркие отношения. Именно эта карта на совет, что многие, понимаете, открывают свою чувственность именно через вот такую фазу отношений. То есть человек узнает лучше себя, узнает другого лучше, да. И вот здесь такой контент играет, когда... Ну, туз жезлов и говорит на совет, что все-таки, я бы сказала, что доверься. Доверься вот тому, что происходит в твоей жизни, потому что все-таки это, знаете как, это даже не по вашей воле, да, а так дано свыше. Вот так должна разыграться ситуация, чтобы вы в конце концов пришли к себе истиной.
или к себе истинному, да, поэтому вот здесь такой момент, что все-таки я бы сказала, доверься этому. Козероги, дорогие, вот такой вот расклад у меня получился для вас. Я вас прошу, пишите комментарии, ставьте лайки. Если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Дорогие мои, я вам желаю света, добра, я вам желаю любви, я вам желаю гармонии, я вам желаю волшебства в каждый ваш день. И чтобы каждый свой день вы проживали как маленькую жизнь. Цените, что у вас есть, берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. До новых встреч. Ваша Наталья.